которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости целого региона, а точнее двух крупных областных городов-центров. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда, друзья, мы видим, входят два крупных областных города. Это город Днепр, город Запорожье. До войны это был город Донецк и город Луганск. Вот видите, так. Ой, делая обзоры по Причерноморскому региону, я вынужден констатировать факт, что и Запорожье, говорю, и Херсон там в таком состоянии, что рынок недвижимости практически отсутствует. И автономная республика Крым, которая тоже уже давно не наша. Так и вот здесь видите, как шагренево кожа, карта сокращается территорий. Итак, сегодня мы подведем итоги, что произошло за второй квартал 2026 года. Начинаем с города, друзья, Днепр. Перед вами, еще раз повторюсь, карта. Вот здесь есть легенда карты. И мы будем говорить о обобщенных данных. То есть это сводные данные, чтобы у вас полностью была картинка. Мы проговорим, что произошло на первичном рынке, на вторичном, в разрезе с классификацией. Ну а потом будем уже декомпозировать, так сказать, по каждому городу отдельно. Более подробную информацию буду вам рассказывать. Итак, население в городе Днепре 966 тысяч. Я думаю, что сейчас это довоенное официальное население, служба статистики на их сайте зафиксировано в 2022 году. На сегодняшний день я так думаю, что, наверное, 1700, если живет, то это хорошо. Напишите мне, кто живет в Днепре, соответствует ли это действительности, насколько больше или меньше сейчас живет людей в городе Днепр. Дальше, друзья, количество предложений, которые я и компания Olymp Consulting фиксируем на рынке жилой недвижимости, это рынок предложений, то есть у меня есть авторское право и патент на программное обеспечение Olymp News, и это позволяет мне работать с большими цифрами. То есть программный продукт собирает все объявления или мониторит рынок, так по-модному, да, как любят говорить эксперты. Так вот, собираются все объявления, которые попадают в поле зрения, а это крупные интернет-порталы, так сказать, всевозможные электронные доски и так далее, сайты. И вот эти цифры, которые я вам сейчас предоставляю, которые участвуют в генеральной выборке, это вторичный первичный рынок, жилая недвижимость. В городе Днепр в июне месяце это 41 490 объектов жилой недвижимости. То есть это не просто репрезентативная выборка, это, друзья, еще и однородная выборка, так как я еще классифицирую и разделяю, естественно, по первичному и вторичному рынку. Так что объем информации достаточно большой, что позволяет мне с достаточно большой уверенностью говорить, что происходит с рынком жилой недвижимости. Итак, мы видим, что традиционно на 1,1% больше квартир выставляется для продажи, чем, соответственно, есть желающих, я так предполагаю. Здесь у нас сравнение идет май месяц с июня месяцем, мы сравниваем. Следующий показатель – это социальное жилье, стоимостной показатель, вторичный рынок. Буду говорить только о процентном соотношении. Снижение видим минус 0,37%, то есть вполне как бы адекватно ведет себя рынок. Хотя перед этим, друзья, напомню вам, 2025 год, с июня месяца до января месяца 2026 года мы видели динамику роста. Но вот сейчас вроде бы как видим, что на протяжении уже там, 5 месяцев снижение присутствует стоимости квадратного метра по классу социальное жилье. Также по аренде, друзья. Аренда это также социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости. Здесь сравниваем мы первый квартал 2026 года со вторым кварталом 2026 года. Видим рост плюс 2,68%. То есть аренда продолжает расти. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, это также у нас вторичный рынок. Тоже вполне логично, снижение минус 0,25%. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс, напомню вам, первичный рынок – это квартиры, не сданные в эксплуатацию, то есть не факт, что они и будут сданы. То есть это достаточно на сегодняшний день
рисковый рынок, и если раньше, когда не было внешних факторов, он был тоже достаточно рисковый, то сейчас он просто мега рисковый рынок. Почему? Потому что внешний фактор еще война, и повторюсь, рынок недвижимости первичный показывает, в общем, удручающую ситуацию, и квартиры, которые вот сейчас мы говорим о цифрах, возможно, вряд ли будут вообще сданы в эксплуатацию. Но так или иначе мы видим, что квартира эконом-класс рост плюс 0,39% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс рост плюс 0,17%. Первичный рынок квартиры элитный класс рост плюс 0,38% за месяц. Переходим, друзья, к городу Запорожье. Ну, город Запорожье многострадальный город. Естественно, поведение рынка недвижимости отличается даже от Днепра, хотя там от Запорожья. У меня, кстати, в свое время в городе Днепр был офис, и в городе Запорожье, ну, там езды на машине, наверное, я не знаю, минут, наверное, 30-40, хороший автобан. Так вот, город Запорожье, друзья, население 746 тысяч, довоенное на сегодняшний день. Я предполагаю, что если осталось 500 тысяч, я думаю, что даже меньше, то это уже хорошо. Напишите, кто с Запорожья, насколько, по вашим ощущениям, больше людей живет или меньше в городе Запорожье. Хотя мне уже писали именно Запорожье, что людей стало действительно меньше. Ну, насколько меньше, это относительно точной статистики нет. Количество предложений, которые мы обработали, я и компания Alim Consulting, за июнь месяц составило 11 590 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, что традиционно на протяжении уже многих месяцев динамика роста плюс 1%, сравнивая июнь с маем месяцем. То есть желающих продать традиционно больше, чем купить. Хотя по поводу купить, я думаю, что в городе Запорожье на сегодняшний день надо быть безумцем, чтобы приобретать недвижимость с учетом того, как двигается вот здесь линия фронта именно к городу Запорожье. Дальше, друзья, социальное жилье. Это у нас вторичный рынок, снижение минус 0,24% за месяц. Нормальное поведение рынка для прифронтового города. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Также, друзья, вторичный рынок, снижение минус 0,18%. Переходя к первичному рынку, мы также, друзья, видим ту же самую отрицательную динамику. Снижение за месяц квартиры эконом-класс, первичный рынок минус 0,27%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, также снижение минус 0,15%. Итак, друзья, мы видим, что все-таки прифронтовые города отличаются достаточно сильно по процессам, которые мы наблюдаем. Вчера я записывал по городу Одесса, это Причерноморский регион, по городу Николаеву. Одесса показывает рост, город Николаев показывает снижение, а здесь мы видим и Днепр показывает, в большинстве, ну не в большинстве, а по вторичному рынку точно снижение стоимости квадратного метра. Ну а город Запорожье, в общем-то, на протяжении всего периода войны показывает снижение стоимости квадратного метра. Давайте подведем итоги вот этих колебательных процессов длиною в один месяц, сравнивая май с июнем месяцем 2026 года по классу социальное жилье. Еще раз проговорюсь. Смотрим на табличку экселевскую. Город Днепр 540, стоимость долларов квадратный метр, снижение за месяц минус 0,37%. Город Запорожье 422 доллара за квадратный метр, класс социальное жилье, снижение минус 0,24%. Среднее видим статистическое число, это среднеарифметическое, прошу прощения, 481 доллар за квадратный метр. Как считается, вы знаете. И в целом по целому региону за месяц мы видим снижение минус 0,31%, индекс отрицательный 0,997.